Нет, Гагарин это скорее история про проект российского космоса, да, про то, как вот там крестьянская страна, как полуфеодальная, да, до 17 года вдруг таким образом изменяется, что и выстраивает такую машину, которая находит там ровно того человека, который идеально справляется со своей задачей, да, потому что про Гагарина бытующее представление стоит в том, что ну, его посадили в эту консервную банку, на самом деле там был кто угодно, мог быть кто угодно, да, и в чем его, как бы, так сказать, подвиг состоит, не очень понятно. Вот у меня в книге объясняется, что ну, как бы 12 апреля 1961 года был не главным событием в жизни Гагарина, удивительным образом. Это важнее как бы те следующие 7 лет и его вот эта ранняя преждевременная гибель. Да? Он был тем человеком, который мог изменить там историю Советского Союза дальнейшую, да, и по как некой трагической случайности этого не произошло. В общем, Гагарин в этом смысле скорее часть другой большой истории, да, вот этой как бы приключений вот этой странной еретической страны, да, которая сумела заразить, как бы инфицировать весь мир своей как бы необычностью, странностью. Он воспринимается как такой простой советский парень, который хорошо справился с заданием и не более того, да. Мне кажется, он был вот как человек там гораздо талантливее и перспективнее, чем просто ну, как бы офицер советских вооруженных сил. Да? Он собирался, и мог и должен был сделать политическую карьеру, про которую там редко говорят. Да? Возможно, его вот эта гибель связана как раз с его амбициями политического характера. В общем, вот Гагарин это скорее история про человека, которого принимают за кого-то еще, да, а на самом деле он был не тем, что о нем думают. Вот коллективное представление о нем на самом деле ну, как бы сильно недооценивает эту фигуру. У нее она как бы гораздо более многослойная, как бы многосложная, там, с двумя, с тремя как бы а, уровнями, да, про которые мало кто знает. Вот об этом эта книга, о том, что, еще раз говорю, его история не закончилась там 12-го, он не просто как бы слетал на эти свои 108 минут, вернулся и дальше прокручивал, значит, дырочки в китере для новых орденов. Да, он именно с Гагариным связана, судя по всему, вот эта так называемая лунная программа, которая после его гибели, там, от которой СССР отказался. Да, вот, причем мне тоже не хотелось бы это делать там, Гагарина таким персонажем конспирологических расследований. Но, еще раз говорю, вот это непростая фигура, которая является, мне кажется, недооцененной. Если бы вот он не погиб сам, то, наверное, он бы участвовал в лунном проекте СССР. Вот эти 7 лет, мне кажется, это ключевой период его биографии, а не 12 апреля.